Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Очень многие из вас уже давно просят меня опять приготовить что-то из вьетнамской кухни. И сегодня я буду готовить очень вкусный и популярный здесь, во Вьетнаме, и не только, салат с курицей. Я готовлю его без каких-либо экзотических соусов и добавок, поэтому каждый может приготовить этот чудесный вьетнамский салат у себя дома. Салат очень ароматный, сочный, вкусный и к тому же сытный, так как в нем много мяса. Для всех, кто соскучился по азиатской кухне, рекомендую приготовить этот замечательный салат. Для рецепта мне понадобится Так как курицу я уже заранее отварила, во Вьетнаме используют именно вот такую, отварную целую курицу для этого салата. Салат получается такой сытный. Кстати, курица вот у меня, она не бройлер, она такая, можно сказать, полудомашняя и небольшого размера. Можно использовать просто отварную грудку. Также я буду использовать вот такой вьетнамский лук-шалот. Можно использовать вместо такого лука-шалот обычный белый лук. Его мы будем обжаривать. Разрезаю лук вот на такие кусочки. Они не должны быть слишком мелкими, потому что лук будем обжаривать до такого прямо хрустящего состояния. И если порезать его слишком мелко, там просто ничего не останется, одна труха. Вообще даже сейчас можно купить уже такой сушеный или жареный лук, он продается. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю растительное масло и отправляю обжариваться лук-шалот. Обжариваю его прямо до такой сильной золотистости, чтобы лук получился хрустящий. Ну и, конечно, чтобы он не сгорел, надо следить. Вот когда лук стал такой золотистый, снимаю его с плиты и сразу перекладываю на тарелку с бумажным полотенцем. Лишнее масло добавлять в салат не надо. Вообще азиатские салаты фактически всегда готовят без масла. Иногда добавляют только немного кунжутного для аромата. Вот такой хрустящий лук должен получиться. Среднюю красную луковицу режу перьями. Можно, конечно, использовать и обычный белый салатный лук. Перекладываю лук в миску и залью холодной водой, чтобы убрать из него горечь. Оставлю его таким образом постоять, пока я буду подготавливать все остальные ингредиенты. Отделю у курицы мясо от косточек. В Азии чаще всего делают это все руками. Вот таким образом разрывают. Там, где вы используете, допустим, кожу, ее можно порезать. Но обычно само мясо просто вот так разрывают на отдельные волокна. И, кстати, хрящики не убирают, потому что в Азии, во Вьетнаме в частности, все очень любят хрящики. Кусочки курицы могут быть больше или меньше. И кожицу я также буду добавлять в салат. Разрезаю ее вот на такие кусочки. Отделяю руками мясо от костей. Итак, таким образом я обобрала всю курицу. У меня вот получилось столько мяса. Курочка небольшая. Там, где слишком большие кусочки, я подрезаю ножом. Мелко порежу 3 крупных зубчика чеснока. Тонкой соломкой режу имбирь. И также мелко режу примерно половину перца чили. Конечно, чили добавляйте по вкусу. Обычно заправку для этого салата готовят с рыбным соусом. Но я знаю, что у нас купить рыбный соус довольно сложно. Поэтому я буду заменять рыбный соус соевым соусом. Добавляю в пиалку 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляю 2 столовые ложки воды. Добавляю сок лайма. Я его немного вот так вот прокатываю ножом, придавливая. Так легче будет выдавливаться сок. Выдавливаю где-то 2/3 лайма. Конечно, вместо лайма можно использовать и обычный лимонный сок. Добавляю 2 ложки сахара. И хорошо все перемешиваю. Не бойтесь добавлять сахар. Заправка должна получиться такая кисло-сладко-острая. Добавлю немного соли, так как рыбный соус все-таки чуть более соленый, чем соевый. Обязательно заправку надо попробовать на вкус. И теперь добавляю чеснок, имбирь и перец чили. Вот такая в итоге заправка должна получиться. Зеленый лук режу длинными кусочками. Белую часть лука разрезаю вдоль.
примерно половину моркови тру теркой для моркови. Вот такими полосками. Если полоски получились слишком длинные, можно их немножко разрезать. Нарезка в азиатских салатах всегда такая, чтобы ее удобно было есть палочками. Морковь и зеленый лук перекладываю в миску. Также добавляю кусочки курицы. Добавляю лук. Воду я слила через сито. Лук остается вот таким же хрустящим, но только он уже теперь не горький. Добавляю кинзу. Режу ее довольно крупно. Стебли не использую. И также у меня вот такой еще пучок мяты. Обрываю листики. Мята, конечно, придаст просто потрясающий вкус этому салату, такую свежесть, аромат. Добавляю примерно 3-4 веточки мяты. Также в этот салат прекрасно подходит жареный арахис. Немного его измельчу в ступке. И также добавляю жареный лук. Вливаю заправку. И все перемешиваю. Вот такой красочный, очень вкусный салат получился. Во Вьетнаме, например, такой салат – это фактически уже полноценный ужин. Только надо к нему подать еще белый рис. Так как здесь и целая курица, и много овощей и зелени. Я уверена, для всех, кто любит азиатскую кухню, этот салат понравится. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.